церковная такая святоша, которая все время говорит, что она делает во имя Отца и Сына и прочее, и прочее. Но настоящего именно понятия ведьма никто не разъяснял. По той простой причине, что никто этого не знал. Друг у друга выхватывали информацию, что могли, что слышали, что как-нибудь передавали. А на самом деле ведьма – это человек-посредник между миром духов и миром людей. Ведьма, которая берет силу от своих предков и может научить, может помочь человечеству правильно жить и правильно преодолевать трудности. Даже если она изучает, даже если она где-то читает, узнает информацию, в любом случае пропуская через себя свое подсознание, имея возможность видеть эту информацию разносторонней, имея возможность анализировать и имея определенные знания, то есть определенное разрешение, открытие. Понимаете, можно одну фразу читать и ни черта не понять. А может человек один раз прочитать и понять просто всю вселенную, что происходит, всю эту вот картину представить. То есть она, имея возможность, имея открытый разум, имея связь с духами, любую информацию может рассматривать с разных сторон и передать правильно людям, объяснить людям. Кроме всего прочего, у ведьмы очень интересная жизнь, и вы это знаете. Очень тяжелая жизнь, но в то же самое время очень интересная, потому что ведьма – это тот человек, который может вызвать душу любого великого человека, о котором вы читали, знали и хотели бы когда-нибудь больше узнать о нем, мечтаете увидеть дом, музей, где он жил и так далее. Для ведьмы нет проблем общаться с этими душами. Я помню, когда я на втором курсе принесла курсовую работу значит, о сирийском царе Тиглам-Паласар. И я настолько описала его дворец, его жизнь и прочее. И наш профессор спросил, откуда у меня такие сведения, потому что они совпадали просто со сведениями очень таких засекреченных, добрый-добрый вечер, закрытых архивов. И я не знала, как объяснить, мне пришлось как-то немного придумать, сказать, что вот у меня просто знакомые есть в архивах, они мне предоставили копии там книг. И он был очень удивлен, потому что это было четкое описание того времени. Помните, что говорила Ванга? Вы сами есть слепые, а я зрячие всех вас. Потому что я вижу, кто здесь жил до вас, сколько было людей, столько было интересного, говорила она. Я вижу такие вещи, которые даже зрячие не видят. То есть о чем я хочу вам сказать? У нас очень разнообразная жизнь. Если помните, я когда-то выкладывала песню и выложила песню на канале Высоцкого «Колдовской лес». И я внизу написала, я спросила у него, можно ли это выложить. После этого только выложил. Конечно, кто-то скажет, ну, фантазии вообще ни о чем. Может быть. Так скажут люди, у которых разум ограничен. Им кажется, что то, что ты не видишь, этого не существует. Мы воздух тоже не видим, но выдыхаем, он есть, понимаете? Мы не видим духов, но мы часто слышим и чувствуем их присутствие. Когда двери открываются и закрываются, идите, объясните, что это неправда, потому что я это не вижу. Ты это можешь не видеть, но это существует. И точно так же у ведьмы. Но не у всех ведьм такая сила, чтобы суметь вычитывать, узнавать и прочее. Так вот, к чему я говорю это все? Помимо того, что мне это было дано, помимо того, что я изучила, помимо того, что я читала, помимо всего этого, всю мою жизнь, дорогие друзья, мне потомки ведьм-колдунов отдавали книги, отдавали их атрибуты, украшения, черные иконы, отдавали их различные, скажем так, атрибутику, которая оставалась после их бабушек, дедушек. Некоторые мне говорили, что во сне приснилось, и она сказала, отдашь Инге, отдай Инге мои атрибуты, не храни у себя. И помните, я много раз вам показывала, и ведьмы Капитолины, значит, ее черный псалтырь и икону. Анна была из Санкт-Петербурга, насколько я помню. Мария и так далее, и так далее. То есть всю мою жизнь мне встречались такие наставники, которые мне передавали знания, старые тетради и прочее. Еще с Украины мне Галины
от Галины, да, отправили. Они сейчас у меня на квартире, надо привезти. Тоже украинская ведьма, которой сейчас нету живых, много-много лет назад передала тетрадь, и эту тетрадь мне передали. Так о чем я хочу сказать, что это тоже не случайно. Они наблюдают за нами, и они отдают, я бы сказала, может быть, достойнейшим, знаете, может быть, тем, которые знают, что они используют это во благо, и это не пропадет. Они через своих потомков отдают ведьмам, живущим сейчас, вот эти свои атрибуты, знания, книги и прочее, чтобы это все использовалось. В природе должен быть энергообмен. Силы все время желают энергообмена. Если я некоторое время не работаю, у меня начинается внутренне, знаете, прям как ломка. Я не могу не работать, я должна все время давать силам энергию. А что такое энергия? Вот даешь людям, скажем, ритуал, да, через некоторое время начинает писать: спасибо большое, все получается и так далее. Они вот этой энергии, радости отдают силам. Помните, плата за удачу, добро и зло. Откройте, посмотрите, скажем так, поймете, о чем речь. Почему лицемерие, я не могу понять, мадам Иванова. Если люди меня приветствуют, это лицемерие, это не лицемерие, это уважение, чмошные существа. Если люди приветствуют тебя, это люди, которые брали твои работы, у которых получились эти работы, и оно поменяло им жизнь. И люди говорят приятные слова, благодарят. Причем здесь лицемерие, чмошницы? Лицемерие – это совсем другое. Не надо путать уважение и лицемерие. Я даю людям столько всего, всю себя. А что, они должны мне матом, что ли, отвечать за это все? Естественно, они ко мне обращаются уважительно. Это что за хрень вообще? Смотрите, вот буквально вчера, да, я, скажем так, отдала вам ритуал казначей, висар. Теперь смотрите, им не нравится просто Илона, и они бесятся, потому что видят, что, понимаете, не надо никого бояться, пошли к черту. Они бесятся просто от желчи своей, потому что просто не знают, что им сказать еще. Огромная благодарность за бесценные действия, действительно действенные ритуалы. После проведения казначея с 30 апреля на 1 мая вместе с вами в прямом эфире к вечеру мне подарила свекровь приличную сумму. Хочу заметить, для нее это не свойственно. Она написала прям как раз под этим роликом казначей. Я очень рада, огромная благодарность. То есть для чего оно дарится? Чтобы оно сработало. Теперь, вот эти заговоры характерников у меня с Украины очень многие просили, а можно вот нам отправить? Нет, я дарю то, что можно, то и дарю. Я понимаю, что это ваши предки, вам очень хочется про них слышать, видеть и вообще по крупицам собирать о них истории. Мало у кого есть от характерников что-либо. Но вы знаете, да, деда Макария из Тверской области, извиняюсь, у которой мать была дочерью характерника. И бабушка, и мать, они у них там корни шли туда. Так вот, он мне эту тетрадь растрепанную, всю расписанную, переписанную подарил. И я оттуда несколько ритуалов характерников вам подарила. Они очень сильные, очень сильные. Так вот, почему именно вот ко мне пришли эти ритуалы? Ну, значит, так нужно было. Значит, через меня вы должны это получить. Характерники. Кто такие характерники? Характерники Фидаи, Нидя, характерники, значит, преданные воины Отечества. Это люди, которые всецело отдавали себя служению Родине. Я прошу не путать с, например, Запорожской сечью, потому что там не все были характерники, там были воины. Но характерники – это особая каста людей. Они жили в аскетических условиях, они учили, их по-другому называли воины-маги. И очень много известной историй, когда они наводили мороку на врага и могли незаметно пройти. Мало того, они еще вели за собой целое войско, и никто их не видел. Да, в надежные руки, вы правы.
Один из таких характерников был казак Мамай, который говорили, что он мог, значит, одурачить, мог сморочить, сурочить кого хочешь. Другой был Иван Сирко. До него стрелы не долетали, а если долетали, он их возвращал обратно. Я про характерников уже снимала, поэтому можете открыть, посмотреть, чтобы мы сейчас не тратили много времени, да, на это. Но, дорогие друзья, характерники есть и в наше время. Характерники были и во время Великой Отечественной войны. Очень много историй, когда кто-то из солдат, даже молодых солдат, например, будучи внуком или там сыном ведьмы, говорил, например, вот зная эту всю структуру, говорил, что вы только просто за мной идите, молча, ничего не говорите, глаза не поднимайте. Он читал, начитывал, молча шептал и вел за собой людей. И вот партизаны так вырывались из окружения, из котла, в котором многие дивизии полегли. Вы относитесь к этому серьезно? Я почему говорю всегда, дорогие друзья, не революции, не бунты решают проблемы, а обращение к силам. Обращение к силам и перемена внутри себя, и тогда весь мир может быть... Так, я не собираюсь никому здесь отвечать на вопросы. Я сказала, у меня есть лекции про характерников. Откройте, смотрите. Все, молча слушаем. Бунты, революции, они особые результаты не дают, потому что один... Знаете, как у нас есть армянская поговорка, вместо собаки волк пришел, но ничего не поменялось, понимаете? То есть вместо одного приходит другой. Человеческая власть, она всегда нас будет не устраивать в любом случае, как бы там ни было. И поэтому человек, он все равно не соответствует всем нашим требованиям и желаниям. Так вот, да. Власть именно сил, верховных, высших, которые... Так, Надя, или как там, все, пошла вон отсюда. Какого еще колдуна? Бредите, что ли? Вы реально бредите? Идите к чертям, сумасшедшие, блядь. Надоело уже. Реально надоело это читать. Да, черных колдунов вызвали, идиоты. Так вот, только уповая на силы, которые управляют мирозданием, только живя правильно, не нарушая законов мироздания, чем больше людей так будут жить, тем больше есть возможность вернуться к корням, к древним религиям и выжить, жить как человек. Потому что человеческая власть, любая власть, она нас не будет устраивать. Очень много раз одна власть свергала другую, приходили, менялись режимы, менялись там, скажем так, страны разбивались и так далее, все равно люди были недовольны. Потому что люди, по сути своей, ленивые, они все время ждут, если вы читали, да, постоянно какой-то царь должен прийти где-то там нас спасти, какой-то мессия, какой-то спаситель. Еще кто-то должен прийти, а на даче, например, забор просто валяется, они годами не подумают этот забор поднять, поставить. Они ждут, чтобы какой-то царь пришел и за них все сделал, и забор поставил, и дом там, может быть, убрал. Понимаете, человек так создан, а человек должен уповать на себя, надеяться на себя и на силы, просить и получать. Да, все работы характерников, они просто носят очень древний характер и очень сильные. Итак, я хочу вам подарить мольбу характерника. Если человек находится в трудной ситуации и просит помощи, просит помощи у верховных сил. И если вы заметили, у характерников, вопреки всем этим картинам, где изображаются обязательно с крестами и так далее, если вы заметили, у них нету абсолютно обращений во имя Отца и Сына и прочее, прочее. Характерники абсолютно были далеки от этого всего. Они были язычники. И обращались они к огню, к воде, к стихиям, к небу, к древним богам и так далее. Понимаете? Но они никогда не обращались именно к современной религии. Они были язычники, они обращались к пращурам, к духам предков и прочее. Теперь, для этого ритуала я просто сейчас не буду это все делать, потому что мне времени нет на самом деле. Берете черную, значит,
черный мешочек, можно шить этот мешочек, именно черный цвет. Землю, чуть-чуть, немного, горстку земли, там можно в эту чайную ложку черпать, туда принести. Земля, свеча, любая свеча, просто источник огня. Вода и благовоние. Зажигайте благовоние. После сумерек, когда уже начинается тьма, зажечь благовоние, свечу, поставить, значит, на стол бокал с водой и землю посыпать в какую-нибудь емкость, рядом положите все, мешочек. Нужно начитывать 4 раза, поворачиваясь на все стороны света. Потом дождаться, пока истлеет благовоние и догорит свеча восковая. Это все просто выкидываете потом, ничего не нужно. Берете, капаете каплю воды на землю, а остальную воду выпиваете залпом. Поэтому берите немного, чтобы выпить. Эту воду посыпьте в этот черный мешочек и носите на себе до того момента, пока это не исполнится. Или можете в карман положить, но так, чтобы к телу было близко. Понимаете, ближе к телу. Хоть в лиф себе засуньте, положите туда. Неважно. Если вы едете за каким-то там важным делом, если вы чего-то боитесь, если вам нужна защита для дороги, если вам нужно, чтобы банк не отказал вашей просьбе, если вам нужно, чтобы там пойти договориться с людьми, а эти люди опасные или властимущие, если вы идете в суд, неважно. Так вот, сначала произносите, каждый раз в конце говорите свою просьбу к силам, после совершайте вот это все действие и носите эту землю. Когда все исполнилось, все сделалось, как вы хотели, относите землю, сыпите обратно. Я скажу, с какими словами. Оставляете 4 монеты. Говорите, откуп уплочен. Поворачиваетесь и уходите. Итак, конечно, лучшую сторону у всех происходит. Я еще пока эти голосовые не включала, но я скоро эту запись тоже выставлю. Итак, читаю. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь. Ви моє свідки, земля крутись вертись, мені допоможи. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі. Почуй мене, да передай мої слова до темних воріт, а через стражника до трону вічного. Словом пішло, справою повернулося, та все виповнилося. Так ему буде истинно. Вот когда вы сказали, да все, выполнилось, говорите свою просьбу коротко, ясно и четко. Например, помогите мне, пожалуйста, чтобы там, например, я не знаю, спокойно доехать до дому и так далее, и так далее. Нет, ни для сына, ни для дочери, ни для соседей, ни для кумовьев, ни для снох, ни для кого никто делать не вправе. Там, где сказано для сыновей и так далее, там делайте. Никто не вправе ни за кого ничего делать. Достали уже. Вам не дана такая власть. Если вы возьмете, сделаете, потом вам вернется обратно. Очень плохо. Заколебали сколько можно одно и то же говорить и объяснять вам. Мне не жалко, просто нельзя туда лезть. Кому-то дана власть людям помогать, а кому-то нет. Не имеете права. Даже ведьмы не имеют права своим детям что-то делать. И не всегда они могут помочь своим близким людям. Всегда надо чат закрыть, нахер.
100 раз снимала одно и то же, объясняла, на все вопросы отвечала, почему нельзя, что по крови не имеете права это делать. Опять то же самое. Могу сделать? Да если бы так легко и просто было. Еще раз. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь. Ви моє свідки. Земля крутись, вертись, мені допоможи. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі. Почуй мене. Та передай мої слова до темних воріт, а через стражника до трону вічного. Словом пішло, справою повернулося, та все виповнилося. Так ему будет истинно. Вот как только вы говорите, да все выполнилось, там говорите свою просьбу. И в конце так ему будет истинно. Не читайте 3 часа, там пускай у меня то будет, это будет, потом вот так. Самое главное. Пойдемте дальше. Матір земля. Батько небо, сестра вода, брат вогонь. Ви мої свідки, земля крутись, вертись, мене допоможи. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі. Почуй мене та передай мої слова до темних воріт, а через стражника до трону вічного. Словом пішло, справою повернулося, да все виповнилося. Так мо буде, істинно. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь, ви мої свідки. Земля крутись, вертись, мене допоможе. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній мглі. Почуй мене, да передай мої слова до темних воріт, а через стражника до трону вічного. Словом пішло, справою повернулося, да все виповнилося. Так мо буде. Истина. Итак, когда вы это читаете, учтите, этим заговором по 600 лет с лишним, а может и больше, потому что характерники были еще со времен князя Святослава. Когда вы это сделали все, капнули каплю на землю, воду выпили залпом и подождали, пока свеча догорит. Поэтому возьмите маленькую свечу. Как только это все загорелось, значит, пальцами потушите эту свечу и вместе с тленным благовонием просто выкиньте. Потом берете эту землю, высыпаете в этот маленький мешочек, делайте маленький такой мешочек или купите маленький мешочек, чтобы вам не мешало. И делайте обычно этот ритуал прямо перед этой работой или перед важным делом, куда вы едете или собираетесь. И ближе к телу. Можно в карман, можно повесить на шею, можно хоть засунуть куда-нибудь так, чтобы оно просто ближе к телу было. Когда все получится, а это получится обязательно, выносите эту землю, высыпаете и говорите. Любую свечу можно, любую. Высыпаете и говорите. От земли взяла, земле отдаю. За все, что для меня сделано, благодарю. Оставляйте откуп и говорите, откуп уплочен. То есть 4 монеты. Поворачиваетесь и уходите. И вот всегда, но постарайтесь такие заговоры все-таки использовать такие очень критичные моменты. Не просто там, знаете, чтобы моя соседка там, не знаю, корова не пришла домой и так далее. И знаете, такие работы должны быть направлены на добрые дела. Это не наказание. Где там наказание, месть я вам дала. Здесь должно быть именно просьба, чтобы желание исполнилось. Обычно характерники так делали, когда просили, скажем, у сил победу, когда просили стать невидимым, чтобы враги
не видели, когда хотели там, например, денежные вознаграждения, чтобы построить кому-то там, ну, например, капище или помочь людям, чтобы эти деньги откуда-то пришли и так далее. Еще раз читаю. И прошу еще раз, не надо писать заговоры под роликами. Объясняю, почему. Фидаи, армянская, если интерпретация на армянском, это воины, колдуны или фидаи, или, значит, ниндзя, гайдуки, вот одно и то же. Так вот, еще раз объясняю, что эти заговоры, во-первых, переданы не всем, а значит, авторское право этих работ мое. Начнем с этого. Ты ничего не поняла? Значит, иди лесом и там заройся и сдохни, раз ты украинка и ничего не поняла. Вот прям иди в лес и там сдохни. Прямо в лесу и подохни, и там и разлагайся. Потому что ни одна украинка в жизни не скажет, что она ничего не поняла из того, что я прочитала. Ни одна. А если ты не поняла, я тебе даю совет. Просто идти в лес и там сдохнуть. Вот и все. Значит, ну просто таким уже жить незачем. Если они на своем родном языке не поняли, что там сказано, это уже все, это конец. Так вот, дорогие друзья, о чем я? Еще раз вам прочитаю. И да, почему не надо под роликами писать заговоры? Потому что они в сыром виде получаются. И они распространяются просто в сыром виде, понимаете? Ни объяснений, ничего нет. А здесь нужно объяснение и прочее, которое пишет Яна. И лучше вы сами для себя каждый перепишите и оставьте в покое, пока вот не пишите под роликами ничего. Все равно я удаляю. Чтобы человек, когда напишет, чтобы этот весь заговор, объяснение, чтобы было именно так, как положено и должно быть, чтобы люди просто взяли с объяснением «Здравствуй, Женя», с этим всем сохранили у себя. И это уже будет как бы полная картина ритуала. Они просто там, знаете, несколько слов там позакидали. Потом, для украинской истории эти работы имеют огромное значение, потому что это частица истории. Не у каждого, да, есть рассказы о характерниках, но такие вот прямые тексты от характерников есть не у всех. Я помню, что мама моя эту книгу куда-то там затарила, и я просто эту книгу искала целую неделю. У меня там такой психоз был, точнее, такая книгоподобная тетрадь. Она подумала, что это старая какая-то вещь, которая мне не нужна, и куда-то закинула. А у меня был просто, я думала, с ума сойду. Это просто частица истории, которая куда-то делась, понимаете? И вот эта история ждала своего времени. Ну, сколько лет моему сыну было, когда мне передали вот это все? Моему сыну было где-то 3 с чем-то лет. Вот сейчас ему 16. Уже сколько лет прошло, когда мне это было передано. Итак, начнем. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь. Ви моє свідки, земля крутись, вертись, мені допоможе. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі. Почуй мене та передай мої слова до темних воріт, а через стражника до трону вічного. Словом пішло, справою повернулося, да все виповнилося. Так ему буде. Истинно. Да пошел ты нахер со своим царствием Божиим и покаянием. Иди нахер отсюда, раб. Еще раз читаю. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь. Ви моє свідки. Земля крутись, вертись, мені допоможе. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі, почуй мене та передай мої слова
то темный хворит. А через стражника до трону вишнього. Словом пішло, справою повернулося, та все виповнилося. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь, ви мої освідки, земля крутись, вертись, мене допоможе. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі, почуй мене, та передай мої слова до темних ворот, а через стражника до трону вишнього. Словом пішло, справою повернулося, та все виповнилося. Так му буде истинно. Почему я читаю несколько раз, чтобы спокойно читаю, медленно, чтобы вы могли переписать. И последний раз. Матір земля, батько небо, сестра вода, брат вогонь. Ви мої свідки, земля крутись, вертись, мені допоможе. Закликаю я того, хто в чорному тумані, в темній млі, почуй мене, та передай мої слова до темних воріт. А через стражника до трону вишнього. Словом пішло, справою повернулося, та все виповнилося. Так му буде істина. Итак, я не просто сухо читаю, я знаю украинскую мову. Поэтому читаю правильно. А те, которые сказали, что ничего не поняли, еще раз мой совет. Идете в лес, и там прям зарываетесь и дохнете, потому что вам жить незачем тогда. Если вы свой собственный язык не поняли, то вам жить на этой земле вообще незачем. А если вы это сказали, лишь бы что-нибудь тявкнуть, тогда тем более вам незачем жить. Не каждый имеет право на жизнь, я вам скажу. Как сказал Юлий Цезарь, среди живых есть те, которые достойны смерти, и среди мертвых есть многие, кто достоин был жить. Вот то же самое говорю я вам сейчас. Я так смотрю, уже бараны отовсюду просыпаются, понимают уже друг друга. Поняли, да? Дошло до вас и про вакцины, и про все. А что вы говорили, чмошники? Ой, да тобой должно КГБ заняться. Ты там говоришь, что нету вируса. Дошло, кучерявые, поняли? К чему это все шло? Поздно уже, поздно, все, трындец. Поздно. Котлы кипят, ножи точат. Поздно. Уже бегайте, ничего не поможет. Раньше надо было мозги включить и не бегать, как идиоты, покупать туалетные бумаги тоннами и эту гречку гребаную. Когда они увидели, насколько вы тупые существа и как легко вас можно развести, дальше пошли. А если бы увидели, что вы как жили, так и живете, это бы не прошло. Понимаете? Да, КГБ, блин. Одна старая сучка из этих старых стукачек вспомнила КГБ. Она еще не знает, что КГБ нет, уже ФСБ называется. Но она по старой памяти, сельсоветовская шлюха. Она по старой памяти помнит, что КГБ было. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. И благодарите души характерников, которые через меня вам передали то, что передали. И то, что вам помогало, помогает и будет помогать. Всего хорошего.